Всем привет! На связи Харьков. Октябрь 2024 года. На улице уже достаточно холодно. Днем температура воздуха не поднимается выше +10. Ну а ночью и того меньше. В квартирах тоже прохладно. Например, у меня +17 градусов. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в целом город уже полностью готов к отопительному сезону. Однако его старт могут отложить из-за погодных условий. Мэр сказал, что пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши деньги, ведь погода способствует. Стартом для запуска тепла в дома станет снижение среднесуточной температуры до +8 градусов или ниже в течение 3 дней подряд. А вот Харьковская областная администрация прогнозирует, что отопительный сезон для жилых домов начнется не раньше 1 ноября, в частности в Харьковской области. По словам начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, подготовка к отопительному сезону проходит по плану. Однако его проведение могут осложнить обстрелы российскими войсками Харькова и населенных пунктов области. На первой очереди у нас учреждения соцнаправления и медицинская отрасль. Здесь мы начинаем отопительный сезон в зависимости от погодных условий. Для населения будет принято отдельное решение о начале отопительного сезона, сказал Синегубов. В Харькове тем временем завершился сезон работы фонтанов. Сотрудники коммунального предприятия «Харьков-Зеленстрой» начали выключать и консервировать на зиму фонтаны. С них спускают воду, моют чаши и снимают насосы. Пока что завершили готовить к зиме зеркальную струю, а на очереди еще нужно законсервировать 7 фонтанов. В Харькове растет спрос на жилье в новостройках. По данным ДИМ-РИА, в сентябре по сравнению с августом спрос вырос на 22%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Харькова уменьшилась на 1% за месяц и составляет $744. Если сравнивать с другими городами, то Киев остается самым дорогим городом со средней ценой $1349 за квадратный метр в новостройках. Львов $984 за квадратный метр, Одесса $929 за квадратный метр. А вот средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Харькове в сентябре 2024 года составляет 5000 гривен. В то же время цена снизилась на 6% в сравнении с августом 2024 года. Вот сейчас перед вами подвесной мост в сквере Стрелка. Он закрыт с 1 октября для движения пешеходов. Там начались ремонтные работы, которые продлятся до конца этого года. В Харькове начнется процедура переименования парка в честь Героя Украины. В городском совете ответили на петицию по переименованию парка имени Фариса Сафарова в Новобаварском районе в честь защитника Олега Фадеенко с позывным «Малыш». Петиция набрала необходимое количество голосов, и в Харьковском городском совете поручили проработать вопрос переименования парка Сафарова в честь Олега Фадеенко исполнительным органом.
А в переулке Классическом возле книжного рынка появился мурал в честь двух бойцов «Кракен» – Андрея Хрипунова с позывным «Псих» и бойца с позывным «Вжик». Мурал создали благодаря побратимам и родным парней при поддержке бойцов тактической группы «Реванш». Из-за приближения фронта принудительно вывезут более 100 семей с детьми Харьковской области. Например, это касается Боровой. Там сейчас остаются 119 детей. Также из Купянска объявили обязательную эвакуацию гражданских. Детей в Купянске уже не осталось. В городе на данный момент проживает более 3000 человек. Им предлагают уехать в Харьков. С левого берега Купянского района были вывезены все коммунальные службы, отключены газ, свет и вода. А в Ковшаровке, Подолах, Купянск-Узловом проводилась эвакуация. Друзья, спасибо вам всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Здесь весь Харьков на одном канале. И не только Харьков. Также рассказываю и показываю про область. Всем мира и здоровья. До новых встреч.